Маленький слоненок беспечно гулял по саванне со своей матерью. Но однажды их настигли браконьеры, охотившиеся за слоновыми бивнями. Обычно они убивали многотонных животных ночью, быстро спиливали бивни и уходили. Но в этот раз не разглядели, что перед ними была самка без того, что им нужно. Несколько выстрелов в сердце, и большое животное навсегда уснуло. Подойдя ближе и увидев испуганного малыша, пытающего разбудить маму, браконьеры решили взять с собой, чтобы продать в городе и выручить хоть какие-то деньги. Судьба слоненка ожидала несказочная. Обычно таких найденышей используют на потеху туристам, постоянно бьют и учат дурацким трюкам или используют как транспортное средство. Вскоре слона перекупили. Теперь его использовали как ездовое животное. Туристы охотно платили за катание на подросшем слоне и не задумывались, нравится ли ему таскать на себе людей. Животному дали имя Раджа. Он быстро его запомнил и охотно откликался, чтобы не получить палкой за непослушание. Животное перепродавали еще несколько раз. За несколько десятков лет Раджа успел сменить 15 хозяев и побывать в 10 городах. В неволе слоны редко доживают до почтенного возраста, но Раджа и тут сумел удивить. Ему было 50, и он уже не мог возить туристов. Новый хозяин купил слона практически за бесценок и придумал новый способ заработать на животном. Надел ему на ноги цепи и приковал около рынка, где регулярно ходили туристы. Раджа изо дня в день жарился под солнцем и искренне радовался дождю. Воду слону приносили каждый день, но понемногу из-за этого животное постоянно чувствовало жажду. Еды не давали почти никакой. Спасали листья деревьев, под которыми стояло животное, и мусор на рынке. Активная торговля шла до обеда, а потом продавцы расходились по домам. Они выбрасывали испорченные и непроданные овощи и фрукты под деревья, как раз около слона. Животное поднимало их хоботом и отправляло в рот. Шипы на оковах больно впивались в шкуру, ноги постоянно болели из-за ран. Поэтому Раджа старался меньше двигаться. На жаре кровь быстро запекалась. На запах тут же слетались тучи насекомых. Поэтому раны гноились. Иногда от боли на глазах слона появлялись слезы, но окружающие редко поднимали голову, чтобы увидеть страдания животного. Так Раджа и стоял около рынка день за днем, год за годом. Если бы не поток туристов, слон давно бы умер от голода. Но пока ему везло, и многие бросали к искалеченным ногам фрукты, купленные тут же у торговцев по соседству. Однажды напротив животного замер очередной турист. Слон научился отличать приезжих по цвету кожи и волос, высокому росту, а иногда и огромному пузу. Этот мужчина толстым не был, но белые волосы и светлая кожа выдавали иностранца. Александр приехал в Индию по работе, но выкроил несколько дней на экскурсии. Его переводчик обрадовался дополнительному доходу и распланировал каждую минуту туриста. Возле слона они не должны были задерживаться, просто сократили путь через рынок. Но Александр не смог пройти мимо. Мужчина смотрел на исхудавшее животное. Он недоумевал, как люди, которые считали слонов священными, могли довести бедолагу до такого состояния. Раджа стоял среди мусора. Хоботом он собирал с земли остатки чего-то завтрака и закидывал в рот прямо вместе с картонной тарелкой. Александр ужаснулся такой экстремальной диете. Купил корзину фруктов у уличного торговца и поставил перед Раджой. Слон сначала отшатнулся от человека, но стоило мужчине отойти, как животное с жадностью набросилось на угощение. Корзина быстро опустела. Раджа довольно хлопал ушами и кланялся в благодарность за еду. Хозяин животного увидел щедрость туриста, тут же поспешил поближе к Александру. Переводчик едва успевал переводить быстрое тарахтение местного. Тот рассказывал о нелегкой судьбе слона, частой смене хозяев, выставлял себя благодетелем, который спас животное. Жаловался на нехватку средств на содержание Раджи, просил денег для покупки большой бочки с водой, чтобы животное могло утолять жажду в любой момент. Поблизости не было водоемов. На раскаленной под солнцем улице с трудом можно было находиться днем. Спасением для слона стали несколько искривленных деревьев. Они давали небольшую тень, которую животное постоянно держалось. Вода была жизненно необходима, тем более такому большому слону. Но прежде чем спонсировать его содержание, мужчина подозрительный поинтересовался у владельца, зачем тот надел на Раджу цепи. «Это от браконьеров», — уверенно ответил местный. «Они могут убить животное».
а по цепям на ногах видят, что оно принадлежит кому-то, поэтому трогать не будут. Объяснение показалось Александру неубедительным. Весь вид слона был слишком болезненным, чтобы он приглянулся браконьерам. Но местные порядки Александр не знал, поэтому спорить не стал. Отдал владельцу увесистую пачку купюр и попросил сейчас же напоить Раджу. Хозяин радостно кивал, клялся, что завтра же бочка с водой и свежие фрукты будут возле слона. А пока ограничился парой ведер из ближайшего колодца. Раджа даже выпил все до последней капли. Александр бы и дальше контролировал исполнение хозяином договоренности, но переводчик показал на циферблат часов. Мужчины поспешили по своим делам, оставляя животное позади. Следующий день был расписан по минутам. Однако Александр все не мог забыть несчастные глаза и исхудавшие бока Раджи. Поэтому он упросил переводчика еще раз сходить к слону. Мужчине хотелось удостовериться, живется ли животному теперь легче. Когда они прибыли на место, слон все так же стоял среди мусора, печально разглядывая толпу вокруг. Обещанные бочки с водой не было, как и фруктов. Недовольный Александр потребовал позвать хозяина, но оказалось, что тут еще вчера поехал в соседний город. А когда вернется, никто не знал. Александр понял, что его банально обманули. Раджа все так же страдал, пока хозяин прогуливал полученные деньги. Торговец, у которого мужчина вчера покупал фрукты, пояснил, что это бизнес нечестного хозяина. Он рассказывал туристам историю про несчастного слона, выманивал деньги и тратил их на себя. Александр купил еще одну корзину фруктов. Слон радостно все съел. Такая роскошь ему перепадала редко. А от бумажных тарелок, салфеток и пластика сильно болел живот. Мужчина заплатил за доставку нескольких ведер воды. Когда Раджа напился, он снова начал кивать Александру, выражая свою благодарность. Рядом раздались восторженные вскрики и щелканье фотоаппаратов. Очередным туристам понравилось поведение животного. На его плохое состояние и оковы люди внимания не обращали. Александра это зацепило. Он популярно разъяснил зевакам, как слон работает на нечестного хозяина. Людей это отпугнуло. Они ушли, громко возмущаясь ситуацией, но Радже их возмущения никак не помогли. Александр не знал, что делать. На всякий случай он снял слона на видео и сделал крупные фото оков на ногах. Вблизи оказалось, что металл врезается глубоко в шкуру. Мужчина увидел раны, застарелые шрамы и нарывы. Он протянул руку к ноге, но Раджа взволнованно дернулся. Александр на всякий случай отошел подальше. Лишний раз нервировать животное не хотелось. Переводчик настойчиво попросил ехать дальше. Александр сам понимал, что не может сидеть ежедневно возле Раджи, чтобы кормить его и поить. Поэтому бросил на слона прощальный взгляд и пошел прочь. Вскоре мужчина уже был дома, но про Раджу не забыл. Он искал организации, которые спасают животных по всему миру. Александр наткнулся на английский фонд зоозащитников. На сайте были статьи про успешную помощь животным Африки и Индии. Мужчина написал им письмо, прикрепил сделанные фото, видео и попросил помочь Радже. Письмо Александра не на шутку взволновало англичан. Они отправились по указанному мужчиной адресу и действительно нашли слона в плачевном состоянии. Хозяин животного обнаружился тут же. Сначала он выпрашивал денег якобы на питание Раджи. А когда понял, кто перед ним, начал бросаться с кулаками, кричать и прогонять защитников. Оказалось, что у него нет документов на животное. А значит, удерживать слона мужчина не имел никакого права. Вокруг собралась уже большая толпа зевак. Местной полиции это не понравилось. Она попросила людей разойтись и не пугать туристов. Зоозащитники уехали до ночи. Они нашли ветеринаров, грузовик для перевозки крупного животного, договорились с местными властями и полицией об изъятии Раджи, подписали все необходимые разрешения для его перемещения в заповедник для охраны слонов. Ночью ветеринары, полицейские и добровольцы вернулись к животному. Грузовик не удалось подогнать вплотную животному. Предстояло пройти 200 метров до машины. Люди переживали, что изможденный Раджа может не справиться, но другого варианта спасения не было. На месте их уже поджидал хозяин с наспех собранной бандой. Они думали, что придут только члены благотворительной организации по спасению животных и рассчитывали припугнуть их, а может, и намять бока. Но при виде полицейских всех сподвижников хозяина как ветром сдуло.
Мужчина понял, что Раджу потерял, но просто так отдавать источник прибыли не хотел. Поэтому принялся громко кричать, топать ногами, дергать за цепи. Он нервировал животное, прекрасно зная, что перепуганные слоны становятся неуправляемыми и могут навредить окружающим. Полиции пришлось сначала скручивать хозяина, а уже потом разбираться с животным. Снять оковы со слона на месте побоялись. Раджа нервничал и мог нечаянно придавить кого-то из спасателей. Поэтому только обрубили цепи, которые держали слона у деревьев, и поманили животное в машину. Радже было больно ступать искалеченными ногами, но он терпел. Слон с радостью покинул опостылевшее место, хотя и боялся неизвестности. Его отвезли за 500 километров от привычных мест. С животного сняли оковы и обработали раны. Когда слон понял, что он теперь свободен, из его глаз потекли слезы. Другие обитатели заповедника встретили новичка радушно. Раджа через 50 лет мучений наконец-то очутился дома, где его любили просто так. Слон наслаждался свободным доступом к воде, ел вдоволь и купался каждый день. Его кормили фруктами, зеленью и специальными кексами с витаминами, добавками для восстановления. Раджа больше не нужно было питаться объедками, глотать бумагу и пластик, чтобы хоть чем-то наполнить ноющий желудок. За животным следили ветеринары. Он мог свободно передвигаться по всей территории заповедника, но еще долго не верил своему счастью. Так одна случайная встреча полностью изменила жизнь Раджи. Не проходите мимо страдающих животных. Для вас это всего лишь страница жизни, а для животного – это целая жизнь.